Плющенко о противостоянии с Тутберидзе. Хайп – это сейчас актуально. Спасибо СМИ, что подхватили эту историю. Евгений Плющенко рассказал, как относится к раскручиванию в СМИ истории с его противостоянием с коллегой по цеху Этери Тутберидзе. Летом прошлого года в Академию Плющенко из группы Тутберидзе перешли чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова. Впоследствии команда Тутберидзе обвинили Плющенко в переманивании спортсменов. Оба лагеря продолжают регулярно нелицеприятно высказываться друг о друге. Хайп – это же сейчас актуальная тема. В свое время и мое противостояние с Алексеем Ягудиным подогревалось всеми возможными способами. Сегодня где-то я высказал свою позицию, где-то другой коллектив. Интерес к фигурному катанию только вырос. Средства массовой информации и интернет подхватили эту историю, спасибо им за это, сказал Плющенко. Елизавета Туктамышева рассудила звезд фигурного катания Алину Загитову и Евгению Медведеву, поспоривших на пресс-конференции по окончании Кубка Первого канала. На этом турнире Загитова и Медведева были капитанами команд. После турнира Медведева призналась, что ей не очень понравился принцип формирования составов команд. Многие любители фигурного катания интерпретировали эти слова так, что Евгения считает состав своей команды слабее состава команды Загитовой. При этом на пресс-конференции Медведева заявила, что ее команда тоже является победителем турнира, намекая на завоеванный приз зрительских симпатий. Сегодня все-таки есть победитель, и это красная машина. Кубок все-таки у нас, парировала тогда Загитова. У Туктамышевой спросили, согласна ли она с Медведевой, которая не признала поражение своей команды. На Кубке Первого канала Туктамышева была в команде Медведевой. По поводу команд, выиграла красная команда Алины Загитовой. У синей оказался приз зрительских симпатий. Думаю, к этому старту не надо подходить в контексте победителей и проигравших. Главное, все получили удовольствие. Катались, смеялись, сказала Елизавета. У Алины оказалось 2 первых места чемпионата России, продолжила 24-летняя фигуристка. Не знаю, почему так получилось. Но команды все-таки были плюс-минус равноценными. Хотя я бы сделала жеребьевку в другом формате. Мы все привыкли к слепой жеребьевке. Думаю, этот момент учтут в дальнейшем. По блату. Как получилось, что Трусова едет на чемпионат мира без отбора? Пожалуй, только Федерация фигурного катания России может придумать какие-то новые правила, а потом, в последний момент, все изменить и сделать вид, что ничего, собственно, и не было. Такая ситуация произошла сейчас с отбором на чемпионат мира, который должен пройти в Стокгольме в конце марта. Александра Трусова и ряд других фигуристов, скорее всего, попадут на главный турнир сезона без отбора. Как это возможно? В нынешнем непростом сезоне, когда было отменено большинство международных стартов, Федерация фигурного катания на коньках России решила откорректировать правила отбора на чемпионат мира, единственный выживший большой турнир в этом сезоне. Прежде заявка на международные старты формировалась по итогам чемпионата России и лишь одно место отдавалось на откуп Федерации, но в этом году правила изменились. Так как многие фигуристы из-за различного рода травм и болезней не смогли доехать до турнира в Челябинске, а также потому, что вторая половина сезона после отмены чемпионата Европы стала, по сути, свободной, чиновники Федерации решили провести основной отбор на чемпионат мира в финале Кубка России, а по результатам чемпионата страны прямыми путевками обеспечить только победителей соревнований, Анну Щербакову, Михаила Калиду, спортивную пару Евгения Тарасова-Владимир Морозов, танцевальный дуэт Александра Степанова-Иван Букин. Казалось бы, в целом адекватное и даже справедливое решение. Дать возможность восстановиться отсутствовавшим, а затем провести еще один, по сути, полноценный отбор. Однако в последний момент ситуация в корне изменилась. За неделю до старта финала Кубка России выяснилось, что Александра Трусова и все вторые места чемпионата России в танцах, еще и третьи отсутствуют в списке участников Кубка. Исключением стала только мужская дисциплина.
Естественно, когда появилось это известие, первый вопрос, который тут же возник у многих, звучал так. А как трусова спортивная пара Александра Байкова-Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Тиффани Загорский-Джонатан Гурейра отберутся на чемпионат мира, если изначально напрямую могли пройти только победители внутреннего первенства? Неужели русская ракета пропустит чемпионат мира, будучи в хорошей форме? Опять мудрит Евгений Плющенко. В это тяжело поверить, но Плющенко здесь совсем ни при чем. Если кто-то и заслуживает лестные комментарии, то это федерация, которая на ходу поменяла правила, никому об этом не сообщив. Федерация бросает тень на трусовую компанию. Внятный комментарий от Федерации на тему того, что будет со вторыми отсутствующими местами на Кубке России, получить не удалось. Они просто отказались комментировать отбор, но благо есть Плющенко, который первый признался, что его подопечная, пропускающая финал Кубка из-за восстановления после травмы, продолжает в плановом режиме подготовку к чемпионату мира. После этих слов Плющенко, впоследствии в подобном ключе выступили и другие тренеры фигуристов. И очередного беглого просмотра списка участников финала Кубка страны, в котором преимущественно отсутствовали вторые номера, пазл сложился окончательно. Видимо, в итоге было принято решение вернуться к прежней схеме формирования заявки, с прямой путевкой для первых двух мест чемпионата России. Трусова была третьей, но так как вице-чемпионка Камила Валиева не может участвовать в отборе на чемпионат мира из-за возраста, ее место уходит Саше. В такой ситуации напрашивается логичный вопрос. А зачем тогда изначально нужно было менять правила, так непреклонно утверждать и убеждать всех, что основная заявка оформлена будет только после финала Кубка России? Ну или в крайнем случае можно же было немного заранее оповестить всех о том, что они передумали, что все возвращается на круги своя, что выступление фигуристов на внутреннем первенстве показало, что нет смысла гонять всех по второму кругу, так как вторые номера сборной не вызывают никаких сомнений. Ведь очевидно, что решение по допуску вторых мест было принято заранее. Есть, конечно, подозрение, что Федерация внесла поправки в связи с тем, что парням необходимо было дать второй шанс. Дело в том, что мужская дисциплина – единственный вид в фигурке, где у нас только 2 квоты. А так как действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев отсутствовал, а многие другие фигуристы в Челябинске были не в оптимальных кондициях, то, возможно, в Федерации наиболее логичным решением сочли проведение дополнительного отбора. Но опять-таки какой криминал был в том, чтобы при внесении поправок обозначить, что на финале Кубка будет решаться судьба 2 квот в мужских соревнованиях и 1 квоты в остальных. Кажется, подобная постановка вопроса вызвала бы намного меньше вопросов, чем весь тот фарс, который происходит сейчас. И молчание Федерации – это самое нелепое во всей этой ситуации. Они придумывают правила, на ходу отменяют их, а потом делают вид, что это был их план и они его придерживались. А как быть спортсменом в такой ситуации? Здравый смысл, само собой, подсказывает, что та же Трусова, те же Байкова-Козловский, безоговорочно вторые номера сборной. Но по новым правилам получается так, что они проходят на чемпионат мира не по спортивному принципу. Так как по новым правилам результаты чемпионата России распространяются только на победителей. А с легкой руки Федерации. Поэтому хочешь не хочешь, вокруг фигуристов будет формироваться некий негативный фон. В общем, с такой непостоянной федерацией не стоит исключать развитие событий, при котором в итоге результаты финала Кубка будут переиначены. Стоп, где-то мы уже это видели.